Я приветствую вас, представители знака зодиака Рыбы. Таро-прогноз на январь 2025 года. Неожиданности и сюрпризы. У нас сегодня две колоды. И первая – это пасьянс, который я создавала и с намерением неожиданности и сюрпризы рассматривать. Поэтому мы узнаем, что нам расскажут маленькие карточки с их рандомным значением. Никогда не знаешь, что выпадет. Я знаю, что среди вас есть те, которым нравится пасьянс. Но есть те, которым и не нравятся, поэтому я соединила с колодой Таро. И у нас сегодня колода добра, которую прорисовала, на мой взгляд, одна из лучших тарологов. Это еще и известный психолог и великолепный художник Колет Барон Рид. И карты она подает с позиции позитивной психологии. Мы рассматриваем на этом канале больше карты с позиции позитивной психологии. Вот давайте узнаем, что нам расскажут две колоды, какие неожиданности и сюрпризы нас ожидают. Будем реалистами, безусловно, но и самое главное, давайте будем милосердны к самим себе, к собственной душе, где-то себя не загонять самим в угол, в тех ситуациях, которые мы не можем вот как-то разрешить в определенный период времени. Помним, что жизнь наша не бывает полностью предсказуема, а идти вперед нам приходится все равно. Нравится нам или нет, мы часто сталкиваемся с обстоятельствами, на которые мы не можем повлиять. Ну, давайте, пусть это будут приятные сюрпризы для вас. Для вас 2025 год откроет новые возможности. И много планетарных транзитов, которые будут важны для вас именно. Итак, будем смотреть неожиданности и сюрпризы. Января. О чем нам расскажут карты? В первом ряду пока не вижу совпадений. И идем с вами дальше. Вот очень редко выпадает это значение. Лицо. Это новый человек. Или это какой-то, может быть, персонаж, с которым вы сталкиваетесь, когда вы решаете какие-то официальные вопросы. Когда я создавала эту колоду пасьянса, я задумывала о том, что это будет вот просто как знакомство какое-то. Но должна сказать, мои дорогие рыбы и рыбки, потому что вот в моей лично истории проигралось так, что какой-то человек наблюдает. И будьте аккуратны. Видимо, вот в этот период января, я надеюсь, это ни у кого не проиграется, но поскольку у меня это с точкой случилось даже не единожды, вот карты живут своей жизнью, мы можем в это не верить, и тем не менее, что правда есть какая-то, ну, как последовательность событий. И если все вот сложить в одну какую-то цепочку, ты понимаешь, откуда ноги растут или с чего начиналась та или иная ситуация. Так вот, именно от того, что к вам кто-то может завидовать, к примеру, или вы кому-то можете быть интересны, к вам какое-то пристальное внимание, может быть, кто-то виды на вас имеет. Тут ведь у каждого свои задачи, или у каждого может быть какой-то интерес, и причем может быть и добрый, бывает и не очень. Но, значит, есть и люди, к которым вам нужно присмотреться. Вы люди интуитивные, пока говорю, буду доставать, поэтому вы сумеете где-то прочувствовать собеседника или прочувствовать те контакты, которые приходят в вашу жизнь именно в январе. Но чаще это связано с теми людьми, которых мы не знаем. Может быть, мы их видели, или мы, ну, буквально пару слов перекинулись вот так и пошли дальше. Мы даже и забыли этого человека, а он нас еще помнит. И у вас что-то подобное может проиграться в тот момент, когда вы, к примеру,
в поездке какой-то оказываетесь. Может быть, вы как раз, вас как судьба сводит с каким-то человеком еще раз. Вот такое может быть. Для кого-то из вас это вы надумаете, может быть, переезд далеко. Может быть, какое-то знакомство. У нас ведь сейчас время такое, что знакомиться онлайн, знакомиться через интернет. Мне сложно судить, хорошо это или плохо, но реалистом быть это точно стоит. Помним, что интернет – это место опасное достаточно. И поэтому где-то себя беречь определенно стоит. А для кого-то из вас буквально от малознакомого человека, может быть, вы получаете какой-то подарок. Или вам будет что-то такое предложено, может быть, так вот в пафосном виде, или как какой-то проект, который вам будут обрисовывать как для вас какой-то бонус. Или продолжение какое-то блестящее для вас следует. Вас могут так вот немножко, ну, как тень на плетень наводить на какие-то реальные события, и ваша задача будет что-то просчитать, где-то не замечтаться. Но оставим это позади, будем транслировать то, что, как я задумывала этот пасьянс, и поэтому это вы можете познакомиться с кем-то, и вам может быть тоже интересен человек, и надо сказать, астрологически знакомство тоже возможно. Может быть, это вы, и в ваш адрес будет проявлено какое-то внимание, буквально еще и с подарками. Такое я тоже могу вполне предположить. Или вы задумаете куда-то поехать, например, может быть, эта поездка будет тоже как какой-то подарок. Кто-то из вас, если намеревается переезжать, здесь может быть удачное стечение обстоятельств, возможно, вы какие-то документы более удачно оформите, возможно, вы согласуете вопросы по документам быстрее и где-то без напряжения, или в какой-то более такой срок узкий. Что-то тут у вас как подарок может сложиться более чем благополучно, но не теряйте связь с реальностью. Давайте мы достанем остальные карты, посмотрим, что нам еще расскажут. И вот по части риска точно собой не рисковать, потому что есть вот у меня такое значение, как сумочка, да, белый крест, не красный, белый. Имеется в виду, что, к примеру, вас беспокоит, ну, самочувствие, или это может быть за счет усталости, но тогда это значение будет говорить, пришло время отдыхать, чтобы не было какого-то напряжения, эмоционального выгорания, чтобы не было того, что вас в последующем, ну, где-то может уложить в постель даже через какую-то чрезмерную усталость. Или если вас действительно что-то беспокоит, тогда нужно обратиться к врачу. Самому не додумывать или не ждать, когда само пройдет. Помните, что объективно оценить ваше состояние может только доктор. И, как я уже сказала, не рискуйте собой. Будьте к себе так вот чуточку более добрее, ну и внимательнее тоже. Это все во благо. Это то, что точно никогда не мешает. Мы часто себе забываем. И пока я с вами говорю, я смотрю, что у вас еще совпадает. И так бы вот сказал, немного ведь значений совпало. Как будто спокойное бы даже течение жизни, можно было сказать. Но, тем не менее, предупрежден, вооружен. И то, что я вам говорила, с учетом тем более вот этого чемоданчика красного. Знаете, не соглашайтесь, правда, на какую-то авантюру. И сами ее себе не создавайте, это тоже. Будьте реалистами в январе, потому что, может быть, и хочется вам что-то осуществить, но пока вы можете не видеть, каким образом это сделать. И пытаясь что-то убыстрить, мы иногда можем наломать дров. Поэтому спешка тут точно в январе, ни одна карта об этом не говорит. И вот реально я не вижу, даже по крайним рядам, еще совпадений для вас, мои дорогие рыбы и рыбки. Хорошо, пойдем с вами дальше. Продолжим. Неожиданности и сюрпризы. В процессе еще посмотрю, что могло совпасть.
Но я так вижу, какая-то статическая ситуация в январе. Больше бы отдохнуть или уделить внимание самому себе, своим планам, может быть, на будущее. Или что-то просчитать, может быть, буквально математически. Или насколько реально ваш какой-то проект может проиграться в жизни. Здесь какая-то перезагрузка, причем в каком-то неспешном виде, варианте. Итак, неожиданности и сюрпризы, с чем это может быть связано. Или какая сфера жизни. Двойка огня. Ну, по этой карте это тоже связь с прошлым определенно имеется, но у нас изображен жираф. Это правда какая-то идея, она может быть как внутренний инсайт озарила вас. Когда вам очень, кстати, хочется сделать по-своему. Это по этой карте идут амбиции. Мы как будто чувствуем, что мы выше всех. Вы будете чувствовать собственную силу, но должна сказать, что какой-то рост, к примеру, профессиональный, или ваше дело, личное творчество, ваш бизнес, здесь что-то, ну, увеличивает свои обороты. Вы можете прийти к какому-то однозначному выводу, и правда, по части перемещения каких-то дорог или смены собственных планов. Давайте достанем еще одну карту. Но здесь связь с прошлым идет. У вас есть человек, который вам готов помогать. И мне кажется, на протяжении уже многих раскладов, ну, знаете, как какое-то лицо в вашем окружении, пусть это один человек, который вас готов поддержать. Понятно, что мы все разные, но я надеюсь, это для большинства проиграется. Шестерка Земли – это карта помощи, это карта щедрости, это где-то поддержка, как благословление высших сил. И, опять же, если мы все же Земля, пентакли нам изображены. Если нужно решить какой-то финансовый вопрос, скорее всего, он у вас здесь решится. Потому что есть человек, который приходит нам на помощь буквально и финансово, но и дельным советом тоже. Для кого-то из вас это, в принципе, какие-то деньги могут прийти. Может быть, из разряда тех, которые задерживались. Или это то, что вы заработали. По этой карте где-то не транжирить, кстати, деньги тоже немаловажный момент, потому что если кто-то к вам обращается за помощью, помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Но по этой карте, именно в этой колоде, неожиданные ресурсы или какие-то приятные неожиданности и конкретно чья-то щедрость. Поэтому помощь будет. Тут приятности какие-то могут быть. О, карта императора. И каждый ведь из вас окажется в каком-то своем социуме. Вот это лицо, которое я говорила. А выпадает вам еще император. Это карта власти. Это карта силы, сильных мира сего. Или каких-то структур властных. Вы можете иметь контакты с людьми, которые выше по социальной лестнице, нежели вы сами. Это могут проекты какие-то от них поступить. Или могут за вами где-то наблюдать. Вот этот момент тоже такой тонкий, переложите на себя, и значит о себе много не рассказать. Или если допустить, что правда, я нахожусь в центре внимания, тогда вы, ну, будете более продумывать как и свои действия, так и свои слова. И надо сказать, ретроградный Марс как раз у нас в январе месяце. А что такое Марс? Если мы говорим, Марс – это энергия, наша жизненная сила. Это мы связываем с нашей активностью. А ретро-Марс – это такой, знаете, сюрприз, который поначалу скрыт. Или это где-то наши эмоции, вот с этим мы можем столкнуться. Или пусть, если у каждого из нас своя степень стрессоустойчивости, и вы, к примеру, люди, ну, достаточно так умеете себя держать в руках, то вы можете столкнуться с теми, у которых переменчивое настроение, есть перепады или сложные какие-то поведенческие моменты. Вот буквально вы можете с такими людьми столкнуться. И тогда что это, как это будет выражаться? По ретро-Марсу это мы словно в себе что-то какое-то время утрамбовывали или прятали. Нас что-то не устраивало. И вот эта накопившаяся сила может быть сродни вулкану, когда она вырывается наружу. Это может быть именно в виде эмоций. По ретро-Марсу мы сначала действуем и говорим.
а потом мы начинаем думать. Так вот, это не должно вам где-то помешать. И правда, примите во внимание, что себя надо беречь. Впереди паровоза не бежать, но и о себе много не рассказывать. Здесь действительно могут быть какие-то люди, которые... Они вам могут быть даже полезны. Но тогда вам нужно с ними отстроить новую парадигму взаимоотношений. Я не побоюсь об этом сказать. Это твердая уверенность, с одной стороны, какая-то к вам может прийти. И где-то вопросы, которые вы можете решать с банками. Или вы можете решать в высоких инстанциях, подписывать какие-то документы. В течение января Уран у нас в ретро-движении в знаке зодиака Телец. И все то, что касается каких-то важных согласований, соглашений, контрактов, мы можем пересматривать с приставкой переписывать. И тогда смотрите, что вы подписываете. Где вы поставили свою подпись, ну или личную печать, для кого она имеется. Здесь могут проигрываться, кстати, в этой колоде учреждения образования и для кого-то из вас решение учиться или получать какой-то новый навык, ремесло, профессию. Но это все в целом укрепляет ваши позиции. Значит, что-то вы обдумываете, но какая-то мысль вас может зацепить, и вы увидите, что у меня как раз есть, у вас, мои дорогие, есть возможность что-то продолжать. В неожиданностях и сюрпризах может быть какой-то новый проект тоже. Давайте спросим, к чему же все идет? А вы будете набирать темп. Правда, для себя, может быть, очистив зерна от плевел или определив, что в моей жизни уже не может быть продолжено, где-то это с Ураном будет связано. Когда мы понимаем, что, да, может быть, и есть те дела, которые мы бы хотели продолжать, или нам чем-то нравится заниматься, но в более рационально, если посмотреть, мы понимаем, что, а нет, продолжение какое-то не может быть на долгое время, или нас какая-то дорога никуда не приведет, мы потратим энергию собственную, силы, время и ничего не добьемся. Поэтому вы сначала что-то передумаете или как можете сменить какой-то ракурс или для себя какие-то коррективы, ваши планы, как минимум, вы точно будете в январе вносить, потому что есть то, что вас интересует, и оно, скорее всего, будет давлеть над вами. Так вот, по восьмерке огня мы уже потом, как определившись, заручившись, может быть, чьей-то поддержкой, набираем темп. Это аркан трансформации в этой колоде карт. А еще нам говорят о том, что сами по себе какие-то перемены или какие-то скорые вести. Здесь могут быть и информация, могут быть и предложения, которые нам нужно очень правильно как-то переосмыслить. Сами по себе перемены на пороге и еще. Восьмерка огня в этой колоде путешествия, а у вас здесь выпадала дорога. Поэтому, да, какие-то дороги могут быть и внезапные, может быть, так складываются обстоятельства. Но если мы говорим о трансформации и что, может быть, вокруг вас происходят какие-то перемены, изменения в событиях или информации, тут у каждого по-своему. Скорее всего, это будет какое-то продолжение следовать. Вот этот темп, вы уже в конкретно заданном направлении, к чему все идет. Вы что-то будете продолжать, но если еще где-то начало января, может быть даже до середины, 20 числа, вы как период с чем-то определяетесь, то к чему все идет? Конец месяца или с заходом на февраль. Здесь словно ситуация какая-то может быстрее разворачиваться. Или придут какие-то возможности, допустим, с важными бумагами, составлением, подписанием каких-то документов. Но и в вашей позиции они, скорее всего, будут, я не скажу, что укрепляться, а скорее в возможностях как-то проявляться. Вам, может быть, захочется себя попробовать в новом деле. К чему все идет? Четверка воздуха. Ну, в каких-то своих размышлениях не застрять, это будет правильная позиция. С другой стороны, избавиться от ментального мусора, наверное, тоже немаловажно. И в этой колоде карт нам четверка воздуха говорит об исцелении, медитации, об отдыхе и восстановлении сил. К чему все идет? Отдыхайте, сбалансируйте режим труда и отдыха. Сам ангелочек присел отдохнуть. Вот и вы себя, мои дорогие рыбы и рыбки, не тормошите. К чему все идет?
Королева Земли. Это правда какая-то помощь или более сильная позиция по королеве Земли. Мы умеем сделать сказку былью. Или это та энергия, которая нам позволяет из хаоса какого-то или и неразберихи отстроить порядок. Или воплотить нашу идею, мечту в жизнь. Это сильная позиция того человека, который всегда надеется сам на себя, умеет правильно что-то просчитать. Это карта практичности, четких целей и, самое главное, честности с самим собой. Вот такие энергии для вас, как и отдых, и где-то, может быть, вопросы вашего имиджа, вопросы вашей бодрости, к примеру, такое может проиграться. Это будет тоже немаловажно вверху аркан император или конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или, может быть, он имеет асцендент. Человек может даже и не знать об этом, но, значит, кто-то даже другой, но он находится в этих энергиях, и по королеве Земли проходят надежные люди. Мои дорогие рыбы и рыбки, как минимум один какой-то партнер или человек, или, ну, может быть, и друг, какой-то подруга, на кого вы можете рассчитывать. И пусть несколько противоположной энергии у вас в январе по части вашего окружения. Вот есть император, к примеру. И, кстати, рядом с императором шестерка Земли выпадает. Это где-то тоже ведь я сказала о надежных людях или тех людях, которые за нас переживают, которые болеют за нас душой. Нам как раз желают больше добра. Так вот, есть какое-то лицо, которое за вас беспокоится, который как раз пытается, может быть, или помочь, или уберечь, ну, или какой-то дельный совет вам дать. А есть и император. Поэтому для вас, ну, если что-то непонятно, может быть, и есть, правда, такой человек по части советов, с которым ту или иную ситуацию вы можете поговорить или обговорить, или, может быть, для себя прояснить. Может быть, и есть какая-то составляющая, которая будет начинаться с ваших амбициозных планов, и вы как раз будете обсуждать с этим человеком, насколько рационален ваш проект или нет. Но куда-то вы не торопитесь. В целом я должна сказать по части финансов, тут как раз, если была какая-то ситуация, которая требовала финансового вложения, у кого-то ведь так может проигрываться, или закрытие каких-то вопросов финансовых, что тоже символично январю с учетом Урана в знаке зодиака Телец, два направления будет важно. Это первая территория или земля, и буквально место вашего пребывания, проживания, или куда вы намереваетесь переехать. И вторая направляющая сила, это у нас на деньги будут, и поэтому у вас какой-то денежный вопрос может или стабилизироваться, или решиться. Что будет дальше с заходом на февраль? Эмоционального выгорания карта. И, может быть, вот мы уже с вами говорили про этот чемоданчик. Может быть, это какой-то предыдущий даже период, когда вы не успели отдохнуть. По этой карте явно мы что-то не должны продолжать. Мы не должны делать это через силу. Или вкладываться в какие-то проекты, которые для нас, ну, не будут не служить вдохновением, не принесут какого-то, может быть, эквивалента по части материальных благ, или нас не разовьют как личность. То есть это, в принципе, какие-то действия, рутины, на которые мы можем потратить много сил, много энергии, но в результате мы не получим ничего. В этой колоде карт нам будут говорить о том, что вообще соверши остановку. Куда-то не торопись. Тебе сейчас важно осмотреться. И время задавать вопросы. Вот есть конкретно такое значение. И значит, куда-то без оглядки не торопитесь. Помните, у вас выпадает еще и четверка воздуха. Мы с вами где-то говорили, ангелочек присел отдохнуть. Вот и вы никуда не спешите. И еще одна карта, которая говорит как раз, ты сначала все обдумай. Будет время, видимо, или какие-то могут события вот в эту трансформацию словно вас вводить, потому что мы их не изменим. Но максимально для себя, рационально, опять же, прояснить какой-то вопрос перед тем, как начать действовать, для вас хорошая позиция будет. Что же будет дальше?
А ведь правда собой не рисковать? Карта искушения. Это 15-й старший аркан. И в этой колоде карт он, конечно, выглядит как искушение. С одной стороны, деньги. Деньги есть, деньги будут. Значит, будьте внимательны к деньгам. Для кого-то из вас деньги, и по этой карте мы не должны материализм поставить на первое место. И с другой стороны, мы не должны замечтаться тоже. Это значит укрепить свои собственные позиции. Могут быть вам какие-то предложения, которые поступают и выглядят поначалу, это я уже повторяюсь, но повторюсь, потому что пересекаются даже значениями карт пасьянса, которые выглядят как многообещающие, а на самом деле это будет какой-то пшик, нулевой вариант. Или, чего хуже, ведь это карта зависимости какой-то, чтобы не было зависимых отношений. Или чтобы вы какой-то документ, мои дорогие рыбы-рыбки, не подписали, который вас в какие-то обязательства втянет. Вот, кстати, не рискуйте собой. И будьте внимательны к тому, что вам говорят люди. Или, если кто-то, мы ретро-Марсе с вами говорили, пытается вас своим каким-то необузданным поведением втянуть в конфликт, значит, вовремя ретироваться – это не значит испугаться, это значит мудро поступить. Поэтому не поддавайтесь на какие-то провокации. Вот у вас ведь все нормально. Это как какая-то, может быть, чужая игра. Примите это во внимание. Дважды, потому что карта говорит о чем? Не выходи за пределы допустимого, иначе какая-то игра переходит в опасность. Мне нечего добавить, поэтому собой не рискуем. Я, пожалуй, уже не в первый раз говорю на протяжении нашего расклада. Знаете, у вас правда, вот этот период, тут у вас все происходит в свое время. Для вас чем-то определиться, что вы хотите продолжать. Или, может быть, вы не будете даже, кто-то из вас, ставить грандиозных замыслов и планов, а пройти просто по тем событиям месяца, которые у вас будут развиваться. Принять во внимание, что вы находитесь в социуме, но вы можете быть кому-то интересны, и кто-то за вами может наблюдать это тоже. И интерес этот может быть совершенно разный. Если вам в январе месяце жизнь напоминает, как, словно время остановилось, тогда примите во внимание, или какие-то периоды такие будут, что вам необходим как и отдых, и какая-то неспешность. С другой стороны, когда ваша жизнь закрутит, будут и такие периоды, может быть, как перепады в течение января, самих энергий, когда наоборот, какая-то чрезмерно идет активность, и вы буквально уже чувствуете усталость, что я сейчас упаду, то тогда нужно тоже остановиться. Тут дважды, трижды куда-то вам не нужно спешить. И вы, поверьте, вы никуда не опоздаете. Потому что как мы по восьмерке огня набираем темп, я это говорила, так и вторая карта скорости вам выпадает. Аркан Колесница. И это старший аркан. У вас выпадает активность в каком-то номинале, когда вам может захотеться быстро решить тот или иной вопрос, или быстрее на что-то согласиться, или, может быть, наоборот, какое-то дело затянулось, и вам уже хочется его искусственно убыстрить, чтобы расставить все по местам. Но поверьте, здесь судьба сама подведет какие-то логические итоги. Я не вижу даже ни по картам пасьянса, ни по картам Таро, что эти итоги подводите вы. У вас много старших арканов, или пусть это младшие арканы, но восьмой, например, огня, он тоже аркан трансформации. Он серьезный достаточно аркан в этой колоде. И когда старшие арканы выпадают, или вот подобные даже из младших, это нам говорит, что мы находимся во власти тех событий, на которые мы не влияем. А вам максимально нужно все контролировать. Нам об этом ведь тоже сказали. Так вот, это карта перемещения. Или нашей победы. В этой колоде это карта победы. Значение этой карты прописано конкретно так. Я падал, но поднялся вновь, чтобы жить правильно, честно, умело. Вот какая-то умная жизнь, рациональная жизнь. И когда правильно соединить возвышенное и земное, не отдать предпочтение материализму, но и не быть в какой-то экзальтации, когда мы настроили себе каких-то планов, а реализации они не подлежат.
Ну, наверное, с чем-то определяться нам все равно придется по части тех событий, которые приходят на ваш порог. Но сказать, что вы именно что-то инициируете, ну, наверное, не самое лучшее время. Тут потому что пройдите по той цепочке событий, которые перед вами даст судьба или обстоятельства. Причем пройти, может быть, временами в январе вам придется словно по узкому фарватеру. Для вас это откроет как раз новые перспективы. Какая-то перезагрузка, она у вас неизбежна. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.